Но еще раз глянем на это великолепие. И пойдем дальше, куда нас дорога приведет. Идем дальше. Двери там, где тук-тук и открывают, тук-тук и открывают. Какие-то маленькие-маленькие ниши. Витражные окна. И вот этот потолок. И этот потолок. И эта красота. Так, пошли. В какую сторону? Там мы уже, по-моему, были. А может, и не были. Ой, как сделана плитка. А сейчас мы вошли в комнату, которая когда-то принадлежала султану Сулейману. Здесь, после увеселений в императорском зале, после хамама, он отдыхал. В 1579 году комната была переделана султаном Мурадом III, и с тех пор она имеет такой вид. Ох, работает здесь, водичка льется. Витражные окна везде. Двери еще старинные. Какая... Ну, там закрыто, нас туда уже не пускают, что там, не знаю. Ну, камин огромнейший, просто огромнейший. Где бы мы только не были, везде камины, везде. Как все богато и красиво. Пошли на выход. О, вот эта штучечка как разделана. Ну, пошли. Ой, переходы такие. Все разрисовано. Двери еще старинные. Вот этими стучали. Угу. Вот. Еще старинные двери. Так, а здесь я не была. Это площадь фавориток. В этих комнатах жили фаворитки султанов. И здесь на втором этаже жила Хюррем Султан. А это у них дворик. Выходили сюда. По этому дворику гуляли фаворитки.
и перед ними открывался вид на Стамбул, которым они любовались. Почему я не вижу? Это здание – клетка Кафес. Здесь растили будущих султанов. Здесь росли принцы. Внутри очень богатое убранство. Здесь также запирали принцев неугодных или которые претендовали на престол. Это была тюрьма для принцев. Раньше всех соперников, братьев, дядей и так далее султан приказывал убивать, чтобы они не претендовали на престол. Такой был закон. И только когда была построена эта клетка, Кафес, убийства прекратились. Претенденты на престол жили здесь в роскоши, но свободы не имели. И если умирал султан, то старшего возводили на трон. Бывали такие принцы, которые проживали здесь всю жизнь до самой смерти. Там ремонты идут. Двор фавориток. А вот здесь лестница ведет на второй этаж. В комнаты Хюррем, фавориток. Это комната-мечеть, где молились мать султана, его дочери, первая жена и старшие женщины гарема. Это комната молебны. А здесь еще все в первозданном виде. А сейчас мы пройдем по Золотому пути. Так назывался этот коридор, и по нему проходили наложницы в покое султанов. Золотой путь или дорога счастья. Вот она, эта лестница, где всегда происходили какие-то события. Но закрыта она. Всегда происходили какие-то события. Я говорю о фильме. Когда фильм показывали, то всегда здесь что-то происходило. Именно на этой лестнице и около нее. Вот она и есть, эта лестница. Она находится прямо на Золотом пути. Эта знаменитая лестница ведет на второй этаж, где жили кафалар, женщины, смотрящие за гаремом. У Ибрагима Паши была возлюбленная одна из них, Нигар Кафа. На этой лестнице происходило много трагических событий и убийств, когда неугодных наложниц или фавориток сталкивались с нее, и они разбивались. Кто смотрел фильм «Великолепный век», там подробно освещаются события того времени. Золотой путь – дорога счастья. Очень много наложниц гарема мечтали пройти по нему в спальню султана, но не каждой это было суждено. Это кухня. Там темно.
Кухня. Вот он, разделочный стол, пожалуйста. Ну, здесь, по-видимому, был очаг, полки. Освещение вот там. Из-за того, что вот этот вот стоит, вот эта вот здесь штука второго этажа. Поэтому вот эта часть здесь темноватая. Но вот она, кухня. Кухня. Друзья, сегодняшнее видео у нас закончилось. В следующем вы увидите каминный холл с огромным камином, комната-фонтан, двор Валиде Султан и многое другое. Ну а сейчас подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик. Пока-пока, до встречи!